Анна никогда красавицей не была. С детства она была какой-то нескладной. Длинные, тощие, как былинки, руки и ноги, широкий нос, волосы тонкие и жидкие. Не уродина, но и вслед никто не оборачивался, ее просто не замечали. А когда ей исполнилось 35 лет, решила, что все, хватит мечтать о большой и светлой любви. Никто ее замуж не возьмет. Бабий век короток, и надо ребенка для себя родить. Сначала Анна хотела обратиться с этим вопросом к кому-нибудь из знакомых мужчин. Она не толкала никого на то, чтобы ночь с ней провести. Ей просто нужен был донор. Это сейчас такая процедура, совершенно обычное дело, и называется ЭКО. А 20 лет назад это была настоящая фантастика. Подруга ее, всезнающая Машка, разъяснила ей, что мало кто из мужчин, тем более знакомых, пойдет на это. А вдруг ты через 20 лет начнешь отцовство доказывать и на наследство претендовать? Лучше воспользуйся тем, что в клинике предлагать будут. Не трать время на уговоры. Вот так Анна и обратилась в специализированную клинику, где ей подобрали донорский материал по ее запросу. После процедуры у Анны родились симпатичные, здоровенькие двойняшки – Дима и Даша. Кто отец детей, Анна, естественно, не знала, а детям говорила, что их папа служил в МЧС и пропал без вести, спасая людей из пожара. Ну, а что она могла им еще сказать? С появлением малышей Анна наконец почувствовала себя настоящей женщиной. Она была счастлива как никогда и даже похорошела. Стала более женственной, пропала резкость в движениях. В ее взгляде появилась какая-то умиротворенность и загадочность, как будто она знала какую-то тайну, недоступную простым смертным. Анна очень боялась, что девочка родится похожей на нее, но Бог миловал. По всей видимости, гены неизвестного отца победили. Малыши росли любознательными и подвижными, с явными способностями к естественным наукам. Особенно их манили к себе электрические приборы. Как только они подросли и начали передвигаться, все розетки в квартире пришлось менять на захлопывающиеся, а все мелкие бытовые приборы прятать в недоступные места. Анне одной за этими двумя бутузами уследить было довольно сложно. Они быстро выработали своеобразную тактику. Пока Дашка отвлекала внимание матери на себя, Димка уже успевал залезть туда, куда запрещалось. Спасибо, мама Анны, Антонина Михайловна, приехала дочери на помощь. Вдвоем им удавалось хоть как-то совладать с этим беспокойным потомством. В школе с Димой и Дашей никогда проблем не было. Учились они всегда на отлично. Любовь к электрическим приборам у них так и осталась. Однажды дети в подарок Анне умудрились своими руками собрать мини-пылесос из ее старого фена. Смешно, конечно, но этим прибором она до сих пор собирает пыль с поверхности мебели. После школы Дашка поступила на физмат, а Димка в политехнический институт. Семьи они завели, как сговорились, в один год, когда им по 20 лет исполнилось. Так вот сразу одному жениться нужно, а второй замуж выходить. И осталась Анна снова одна в 4 стенах. Мама ее к тому моменту уже умерла. Аню дети не оставляют, звонят, приезжают, но живут отдельно. Вообще, конечно, правильно. Каждой семье свой угол нужен. Тоскливо, конечно, иногда. Ощущение такое, будто куда-то бежала, торопилась и вдруг резко остановилась. И некуда больше торопиться, незачем больше бежать. Вот так Аня превратилась в ждунью, которая все время ждет, когда дети позвонят или приедут. Одно только ее покой нарушало. Соседка сверху, пьянчушка. Как выпьет, так начинает ходить, падать, ронять что-то, да еще и по ночам. Другой бы ругаться пошел, а Анна молчала, хоть пьянчушка не дает себя как в гробу чувствовать. А однажды приболела Анна, слегка, просто недомогание легкое, слабость, перелегла на диванчик, заснула. Вдруг звонок в дверь разбудил. Открывает Анна дверь, стоит какой-то незнакомец, лицо злое, голос зычный, настоящий человек-гора.
«Вы посмотрите, вы меня затопили!» — громко прогремел мужчина. «А вы кто?» Анна никогда раньше не видела этого человека. «Сосед снизу. Матушка умерла, вот я и переехал в ее квартиру. Так мы будем смотреть, где там у вас льется или нет?» Разозлился он. А когда пошли с инспекцией, ужаснулись. В ванной, на кухне, в туалете вода ниагарским водопадом хлестала с потолка, резво подбираясь к прихожей. «Ах ты ж елки!» Мужчина выругался вполне прилично. Они наперегонки помчались наверх, на 3-й этаж. И вовремя. Соседка оказалась в абсолютной отключке и мирно похрапывала в ободранном кресле с сигаретой в зубах. Анна вырвала сигарету, растолкала пьянчушку и мысленно перекрестилась, ведь еще немного, и могла бы произойти трагедия похуже, чем потоп. Мужчина перекрыл воду. «Все, здесь готово. Теперь пойдем к вам воду собирать». Дома Анна вычерпывала воду, мысленно костерила соседку, на чем свет стоит. «Я помогу вам». На пороге снова появился человек-гора с ведром и тряпкой в руках. «Я там у себя сначала тазиков наставил, чтоб соседей не затопить, а потом вспомнил, что у меня 1-й этаж, и затоплю я в лучшем случае только мышей в подвале». Анна улыбнулась. «Ну что ж, я буду благодарна за любую помощь, и за мышей я тоже рада». Вдвоем Анна и Алексей справились с последствиями потопа довольно быстро. «А теперь давайте я вам тоже помогу», – предложила человеку-горе Анна. Когда они полностью разобрались с последствиями потопа, то были уже просто без рук, без ног. «Давайте почаевничаем вместе», – предложил мужчина. «Отметим счастливый исход событий». «И правда, давайте, я сейчас». Анна поднялась к себе, набрала полную тарелку пирожков, что пекла накануне. По пути, глядя в зеркало, она кокетливо поправила прядь волос. «Иди уже, корми дяденьку, страшна, как война, а все туда же», — высказала Анна своему отражению. Сосед пирожки оценил по достоинству. «Это божественно», — только и мог он произнести. Конечно, печь и готовить Анну еще бабушка учила. «Уж лицом не вышло, так хоть руками что-то будешь уметь. В тесто душу надо вкладывать, и готовить всегда нужно только в хорошем настроении». И Анна навсегда запомнила бабушкины уроки. Соседа звали Алексей Иванович. С ним было легко и интересно. Он по специальности оказался инженером-электриком. Было приятно то, что Алексей с большим интересом отнесся к ее персоне. Он слушал рассказы Ани о детстве, о ее семье, о том, как бабушка учила девушку готовить и шить. Анна сама не заметила, как рассказала Алексею почти все о себе, даже то, что никогда не была замужем, но дети есть, двойняшки. Правда, историю их происхождения она пропустила. «А я вот уже 3 года как вдовец. У меня есть сын и невестка. Сейчас вот, когда матушка моя умерла, решил в ее маленькую квартиру перебраться, а сыну с семьей свою побольше отдал». Странно, но Алексею Анна казалась красивой женщиной, не такой, как все. У нее была какая-то своя, особенная красота. Не просто красивые карие глаза, а глаза, озаренные добротой и нежностью, руки с длинными чувственными пальцами. А еще у нее был какой-то особенный голос, не писклявый, не раздражающий слух, а низкий, грудной и завораживающий. Алексей готов был слушать Анну вечно. Как-то так получилось, что с момента потопа они стали встречаться каждый день. И вот такие вот теплые вечерние посиделки с чаем и пирогами стали своего рода их маленькой традицией. Удивительно, конечно, но они оба однажды поняли, что им друг без друга плохо, скучно, неинтересно и одиноко. И наступил день, когда Алексей сделал Анне предложение. «Аня, я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой». «Алексей, да как женой? Нам же с тобой уже скоро не заметим, как по 60 лет стукнет. Что дети скажут?» «Не знаю. Мне кажется, ничего не скажут. Думаю, порадуются только. И вообще, пора нам всем бы уже и познакомиться».
Анна от счастья и волнения проплакала всю ночь, а утром позвонила дочери. Она очень волновалась, когда говорила эти слова. «Доченька, ты знаешь, я хочу вас с Димкой познакомить с одним человеком. Ты можешь меня осуждать? Я понимаю, что жизнь моя прошла и уже поздно, но я выхожу замуж». «Мама, ты что? С какой стати я буду тебя осуждать? Да и Димка тоже. Никакая ты не старуха. Мы с Димкой только рады будем. Главное, чтобы ты была счастлива, родная наша. Ты, как никто другой, заслуживаешь счастья. Надеемся только, что твой избранник хороший человек». «Он хороший, он очень хороший», — радостно прокричала в трубку Анна. И Димка тоже порадовался за мать, полностью поддержал ее. У Анны как груз души упал. Все-таки хороших детей она вырастила. И наступил тот счастливый день, когда вся семья Анны собралась за большим круглым столом в зале. Когда в комнату вошел Алексей Иванович в сопровождении сына и невестки, все изумленно замерли. В комнате повисла звенящая тишина. Все дело в том, что Дима и Даня были очень похожи друг на друга. Глаза, нос, овал лица, манера говорить. Они были как братья-близнецы. Но когда замешательство от первого впечатления улеглось и все успокоились, знакомство продолжилось. Говорят, что у каждого в этом мире обязательно есть двойник. Вот Дима и Даня нашли друг друга. Сделала неожиданное умозаключение невестка Алексея Ивановича. Все засмеялись, дружно поддержав эту идею. Но Анне эта похожесть покоя не давала. Она, кажется, знала, в чем дело, и это предположение нужно было срочно проверить. На следующий день она незаметно собрала волосы с расчесок сына, дочери и Алексея Ивановича и отнесла их на анализ. Через несколько дней она получила результат из лаборатории, который ее нисколько не удивил. Алексей с большой долей вероятности мог быть отцом ее детей. Вот так зигзаг судьбы, подумала про себя Анна. Обрадовалась ли она этому? Анна даже и не знает. Наверное, это хорошо, что судьба сама подтолкнула отца к детям. Но вот как сказать Алексею о своем открытии? Анна все же не решилась. Зачем? Ведь сейчас они все счастливы, и дети у них замечательные. А вдруг эта новость разрушит их счастье? Раз они с Алексеем вот так встретились, значит, это настоящая судьба. Анна с Алексеем поженились и жили очень счастливо, но все же ситуация с детьми не давала женщине покоя. Алексей имеет право знать, что это его дети, особенно, когда они рядом. Ведь жизнь может повернуться по-разному, а дети всегда должны оставаться с родителями, думала женщина. Однажды она все-таки не выдержала и решила поговорить с мужем. «Алексей, я должна тебе кое-что сказать. В это трудно поверить, но Даша и Димка родились в результате искусственного оплодотворения. Я просто родила их для себя. И когда я сейчас увидела, насколько наши дети похожи, я тайком от вас всех сделала анализ ДНК. Алексей, я, наверное, не должна была тебе это говорить, но мои дети – это и твои дети тоже». Анна с трудом перевела дух, протягивая мужу бланк с результатами исследования. Она с ужасом ожидала, что скажет ей на это муж, но он только улыбнулся. «Ань, я об этом догадался еще в самый первый день. Здесь и ДНК не нужно было. И от этого я тебя люблю еще больше. И детей тоже люблю. Это, знаешь, как дополнительный бонус в жизни получить». Потом Алексей немного подумал и сказал: «И знаешь, Ань, мне кажется, что раз ты знаешь, что я знаю, пора уже все рассказать детям. Да, будет повод пригласить детей и устроить праздник с вашими любимыми пирогами. Но я все равно волнуюсь, не знаю, как им это все объяснять», – беспокоилась Анна. «Объясним как-нибудь вместе. Помнишь, как мы с тобой с потопом вместе справлялись? А здесь уж всего-навсего рассказать нужно».
Они оба рассмеялись. Через несколько дней Алексей и Анна собрали детей. «Дети, мы должны вам сообщить одну очень важную вещь. Это звучит странно, но так получилось, что я ваш отец», – начал разговор Алексей. Дети замерли, открыв рты. «Да, только вы не подумайте чего-то плохого. Я просто 20 лет назад сделала процедуру ЭКО, и вот случайно встретилась с вашим отцом. Звучит фантастически, но это так», – развеяла их сомнения Анна. «Вот это да! А я-то уже голову сломал. Как это так получилось, что мы с Димкой как два отражения в зеркале? Чего только не придумывал!» – засмеялся Данька. А Алексей немного подумал и добавил: «Да, дети, жизнь многогранна и неожиданна, и формула «этого не может быть, потому что не может быть никогда» в этой жизни не работает». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.